Вы когда-нибудь видели тесто, которое можно растянуть почти до прозрачности, а в духовке оно превращается вот в такую красоту. Румяный, пышный и ароматный. И посмотрите на разрез, сколько слоев, просто невозможно оторваться. Сегодня покажу, как приготовить такой бурек дома, легко и из простых продуктов. Сначала беру 500 грамм муки и всыпаю в миску. Добавляю 1 чайную ложку соли и перемешиваю. Пока вы смотрите это видео, напишите, пожалуйста, в комментариях, из какой страны или города вы меня смотрите. Просто интересно знать, куда попало мое видео. Теперь беру кипяток и сразу вливаю в муку. Сначала перемешиваю лопаткой, потому что очень горячо, а затем уже руками, замешивая мягкое, эластичное тесто. Посмотрите, какое тесто у нас получилось. Мягкое и эластичное. Накрываю и оставляю отдохнуть на 10 минут. А пока подготовим масло. Беру 80 граммов маргарина и кладу в небольшую чашку. Сюда же вливаю 80 граммов растительного масла. Отправляю все на водяную баню, чтобы масло растопилось. Теперь займемся начинкой. У меня 200 грамм сыра, но можно взять больше, будет только вкуснее. Натираю сыр на средней терке. Начинка готова, пока убираю в сторону. Возвращаемся к тесту. Оно уже отдохнуло и стало еще мягче. Делю тесто на 4 части. Далее формирую шарики вот таким вот способом. Накрываю и оставляю еще на 5 минут. Наше тесто отдохнуло. Теперь нам нужно немножко его раскатать. Но для начала смажем немного растопленным маслом. Теперь беру скалку и раскатываю каждый шарик в лепешку. Далее все лепешки складываю друг на друга. Но для начала нужно смазать дно тарелки маслом, чтобы наше тесто не прилипло. И каждую лепешку обязательно смазывая растопленным маслом. Благодаря этому наше тесто станет очень эластичным, что можно даже просто растянуть руками. Накрываю и оставляю их пропитываться минимум на 20 или 30 минут. Если есть время, можно оставить дольше, можно даже на ночь. А теперь самый интересный этап. Беру тесто и начинаю растягивать его руками. Движемся от середины к краю. Если тесто порвется, то ничего страшного. После заворачивания его не будет видно. Все это делается очень быстро, на одно тесто уходит около 2 или 3 минут. Если тесто плохо тянется, просто смажьте его маслом. Посмотрите, какое тесто у нас становится. Очень тонкое, почти прозрачное. Теперь смазываю его растопленным маслом. Можно сделать это кисточкой или руками, как вам удобно. Далее посыпаем сыром. Я заранее разделила сыр на 4 части, чтобы было удобно. Теперь складывай конвертиком. Перекладывай на противень, застеленный пергаментом.
И так повторяю со всеми заготовками. Складывая наши конвертики друг на друга и аккуратно расплющивая в пласт. Если тесто плохо тянется, дайте ему немного отдохнуть, оно станет мягче. Для красивого цвета смешиваем один желток с ложкой молока и щедро смазываем сверху. Отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 30 или 35 минут. Мой лайфхак. Сначала я включаю только нижний нагрев, чтобы бюрек хорошо поднялся, а за 15 минут до конца включаю верхний режим для золотистой корочки. Наш бурек готов. Достаем и нарезаем на порции, пока он еще горячий. Кстати, с начинками можно смело экспериментировать. Творог, фарш с луком или картошку с зеленью. Будет вкусно все. Смотрите, сколько слоев. Он такой мягкий, ароматный и невероятно вкусный, а сверху с хрустящей корочкой. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Готовьте с удовольствием, готовьте с любовью. Пусть в вашем доме всегда будет тепло, уют и баракат. Мира и благополучия вам и вашим близким. Если вам понравился рецепт, поддержите меня лайком. Напишите в комментариях, с какой начинкой вы бы приготовили. И не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые, простые и вкусные рецепты. Всем ассаляму алейкум!